Всем привет, давно меня не было. Вот так выглядит голова, пересаженная реципиентная зона спустя 80 дней. Сегодня плюс-минус 80-й день. Я специально снимаюсь при искусственном свете в помещении. Голова мыта вчера, то есть относительно чистая. Вчера вечером мыл, особо не потел, поэтому вот так вот естественный вид. Уже начали пробиваться. Вот уже видно. Сейчас фокус поймаю. Вот так выглядит уже контур рисуется и пушок образуется светлый, который не видно. Но вот так он выглядит тонкий. Но при этом контур уже черные волосы в терминальной стадии. Они уже вырастают. Толстые, хорошие волосы. Через 10 дней на 90 дней я побреюсь, коротко постригусь, практически побреюсь на лысо. И себя подсниму, покажу, как я буду выглядеть, чтобы наглядно показать как раз проблемную зону. Если вот сейчас при таком свете видно просвет вот этот. Это та зона, которую мне не смогли засадить, потому что она достаточно плотная уже и так от природы, какая есть, просто волосы истончились. И посмотрим как раз на результат плазмотерапии спустя 5 приемов, 5 сеансов. Вот. Для вас это будет через буквально несколько мгновений, для меня через 10 дней, поэтому... Друзья, всем большой привет! Вы очень долго ждали это видео, я сам его долго ждал, получилось чуть дольше его снимать, потому что не хотелось снимать в пустоту, хотелось более наглядный какой-то результат показать, собрать материал и сделать видео более интересным, насыщенным и подробным. Давайте начнем. Сегодня, точнее 27 декабря я это видео снимал. У меня было ровно 90 дней, то есть 3 месяца. Это уже такая значимая контрольная точка в процессе восстановления после пересадки. И я хочу с вами поделиться своими результатами и наблюдениями. Поехали. На 90% уже вернулась чувствительность в зоне середины головы, на темечке, на верхушка, как называется, затылок, на затылке. На реципиентной зоне практически полностью уже вернулось, да, 90%. Шоковое или реактивное выпадение волос закончилось примерно на 1,5 месяцах, то есть где-то 1,5 месяца назад. И с тех пор практически сразу начался рост. Рост на реципиентной зоне пересаженных волос. Я этот быстрый результат связываю с тем, что я ответственно подошел к восстановлению. Как я в прошлых роликах говорил, я все рекомендации соблюдал, плюс от себя что-то делал. И также я прохожу полноценный курс плазмотерапии или ПРП. Об этом расскажу чуть поподробнее. Позже давайте сейчас покажу результат поближе. Структура волос в реципиентной зоне вы можете видеть. Давайте я вот так вот сделаю. Уже видно, что это темные волосы, что это не пушок. Растут в хорошем качестве. Мне это очень нравится. В принципе, качество волос замечательное благодаря лечению, которое я проходил. Я об этом подробнее рассказывал в предыдущем видео. Вы можете наблюдать, в принципе, результат. Если до этого я жаловался на то, что вот зону, которую я хотел также загустить, мне в этом отказали, потому что у меня казалось, что есть проплешина, но на самом деле это там плотность была волос высокая, но у них не было толщины, то есть они истончались, они уже готовились к выпадению. Благодаря плазме вы можете наблюдать практически идеальное качество волос, они стали толще, плюс под ними начал вырастать, вот когда они уже выросли примерно там 1-1,5 сантиметра, и вот сразу после процедуры ПРП или плазмотерапии, через пару дней начинается уже ощущение такого ежика под вот этими длинными волосами,
То есть и так они плотно были, достаточно было просто вернуть им питание, восстановить их структуру, качество, и все было бы замечательно. Так под ними еще ежик вырастает, то есть еще плотность увеличивается. Меня это очень радует. Если вы можете посмотреть на уровень, на качество моей донорской зоны. У меня замечательная донорская зона, у меня всегда были очень густые волосы. Давайте вот так вот я покажу. Надеюсь, вам очень хорошо видно. Снимаю при дневном свете. Ой, при дневном. При искусственном теплом свете в помещении, достаточно агрессивном, но на чистую голову. На грязную снять не получилось, потому что я вот специально постригся. Вот, можете посмотреть. Вот так. Я специально постригся, чтобы было как раз наглядно видно. Вот, поэтому голова чистая. Ну, на грязную будет, скажем так, минус 10%, чуть хуже, там, допустим, с погрешностью. То есть уже не видно, уже видно, что хорошо, плотненько, при этом курс еще не закончен. Я думаю, результат будет еще лучше, потому что все равно чувствуется ежик. После каждой процедуры, у меня их было уже 4, после каждой процедуры плазмы я чувствую, через пару дней вырастает еще новый ежик. То есть у меня изначально с детства было высокое качество, высокая плотность волос, хорошее качество. То есть у меня очень густые, девочки завидовали качеству волос. Но вот в связи с выпадением они проредели, но плазма очень здорово решает этот вопрос, поэтому 100%, миллион процентов я рекомендую делать. Ну и в любом случае вы там платите там от 150 до где-то там до полумиллиона за пересадку и не потратить дополнительно там 20-30 тысяч на оставление и на гарантию результата, ну это как минимум странно. Что касается донорской зоны, вы можете видеть сами. Донорская зона уже 1,5 месяца, ну, может быть, месяц, как не беспокоит. То есть она выглядит как будто девственной выглядит, ее как будто и не трогали. Выглядит идеально. То есть мне сказали, что в той клинике, в которой я делал, очень хорошо ее отбирали. То есть мне всю голову как матрицу, донорскую зону, вы в аннотациях предыдущего видео можете посмотреть. Мне сделали разметку, нарисовали матрицу, и графты забирали очень точечно, чтобы как раз сохранить. Мне сказали, что моей донорской зоны еще как минимум на 2 пересадки хватит. То есть итого на 3 пересадки хватает донорской зоны, если в клинике правильно подошли и грамотно, ответственно подошли к вопросу забора забора графтов. Вот. Дальше. Результат плазмы вам рассказал. Да, 3 раза я сделал плазмотерапию, 1 раз сделал PRP. PRP отличается только концентрацией, насыщенностью, но я почувствовал эффект. Если у вас есть возможность, делайте PRP, финансовую возможность, это чуть дороже. Но это качественная вещь, это стоит того. Единственное, что проверяйте клинику, узнавайте, все читайте. То есть вас не должны обмануть. В PRP плазма должна быть оранжевого цвета. Это богатая тромбоцитами, то есть активным веществом. В обычной плазмотерапии она такого желтоватого цвета. То есть, если вам говорят, что PRP там желтый цвет, не ведитесь, это простая плазма. Это нехорошо, просто это должно стоить чуть дешевле. Вот. Кстати, очень полезная штука в клинике, в которой я делал в Москве пересадку. Можно заказать курс плазмотерапии, там и так цена за одну плазму, за одну пробирку, там 2 пробирки за 1 сеанс, за одну процедуру, цена ниже рынка. При этом там действительно оранжевого цвета, там используют специальные пробирки. Пишите мне в комментариях или в личные сообщения, я расскажу название этой пробирки, я все у них узнал, уточнил. В принципе, на PRP цена сильно ниже рынка, ну не сильно, но ниже рынка по Москве. А если вы приобретаете курс, то там еще 2 плазмы будет в подарок. То есть вы получаете 7 процедур в курсе по цене 5, это вообще с учетом того, что даже 5 ниже рынка, это суперское предложение, это круто. Поэтому пишите, обращайтесь, от меня будет такая скидка.
Дальше, по моим планам. После вот этой стрижки я планирую снять следующее видео месяца через 2, потому что я хочу закончить курс как раз плазмотерапии, PRP, и уже финальный результат, ну, это уже будет как раз 5-6 месяцев, это тот результат, который вы как раз на 90% получаете. То есть через 2 месяца я уже ожидаю такой результат, при котором волосы отрастут, я смогу носить прическу полноценно, потому что сейчас уже, давайте фокус сделаем. Сейчас уже хорошо видно, что очень плотные, хорошие, структура, очень высокая плотность волос. Уже нарисовалась линия роста. То есть тут, где раньше проплешины были, их нет. Остались только проплешины в тех местах на залысинах, где, собственно, была зона пересадки. Вот. Когда они отрастут, а я думаю, это как раз месяц через 2 уже будет полноценно, там вырастут новые, закончится курс плазмы, я смогу уже полноценно сделать прическу, показать, так скажем, черновой финальный результат. Потому что финальный итоговый результат будет где-то через 9-12 месяцев. Вот. Не хочу снимать видео раньше. Вот. Буду смотреть, как формируется прическа. Как очень важно еще также, почему хочу оттянуть видео, потому что я хочу посмотреть, как будет проходить отмена от процедуры. То есть, когда я перестану пользоваться плазмой, так скажем, допингом некоторым, посмотреть, как волосы начнут справляться сами с ростом, с питанием, сохранять свое качество и насколько будет сильный откат. То есть все мы понимаем, что после любой процедуры есть, после любого курса есть некоторый откат. Вот посмотрим, какой он будет на практике. Вот, посмотрим, это как раз через 2 месяца также волосы чуть отрастут, и будет новый контент. А пока давайте еще раз подробнее посмотрим. Вот так вот выглядит волосы. Сейчас поймаем фокус. Вот уже видно, что линия роста формируется. Волосы в принципе уже отлично выглядит. Меня очень радует результат. Если он еще улучшится, будет замечательно. А он улучшится 100%, ну, потому что сейчас, я думаю, отросли процентов только 30 волос. То есть еще стоит ждать в 3 раза больше. Вот, ну, как раз об этом мы поговорим в следующем видео. Если вы хотите бесплатную консультацию, напоминаю, пишите мне, все реквизиты есть, мой WhatsApp, Telegram. Можно мне написать в комментариях, задать вопросы. Если хотите уже персональную консультацию, присылайте свои фотографии. Мы с вами созвонимся, обсудим все подробно. И также от меня будут очень крутые бонусы в клинике. И это эксклюзивное предложение только от меня, по моему мнению, в лучшей клинике СНГ. Поэтому ответственно заявляю, что это будет самое крутое решение, если вы выберете именно эту клинику. Специально на видео не обозначаю название, чтобы это не было рекламой. Если кто-то заинтересован, звоните, пишите, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Скоро будет новое видео. Всем удачи!